Behringer, Behringer, Behringer. С одной стороны, это компания, которая подарила нам X32 и недавний Wing. С другой стороны, Ули продолжает клепать что-то подобное. И на самом деле, кто мы такие, чтобы его винить? Все ведь хотят кушать в это, знаете, не самое легкое для всех нас время. В любом случае, друзья, здравствуйте, это канал «Давай запишем», и сегодня с вами мы посмотрим на вот такие радиосистемы от Behringer. Ну, точно узнаем, хороши они или нет в процессе. В целом, здесь мы имеем вполне стандартную ситуацию, если говорить о радиокомплектах. У нас есть комплекты с приемниками в виде флешечек, у нас есть комплекты с приемниками полноразмерными в виде баз. И флешки, и базы есть на один и на два канала. Например, сегодня у нас 4 комплекта, 2 комплекта с флешками. Одна флешка на один канал, вторая флешка на 2 канала. 2 комплекта с базами, одна база рассчитана на один микрофон, вторая база рассчитана на подключение сразу 2 микрофонов. По микрофонам у нас здесь тоже не все так просто. 2 модели, 300 и 200. В принципе, каких-то особых отличий, по крайней мере на бумаге, у них нету. Но для 200-х моделей заявляется дальность работы до 120 метров. Что на самом деле сомнительно, но все же давайте пока что будем верить Behringer на слово. Все сегодняшние микрофоны динамические, все сегодняшние радиосистемы цифровые. Это значит, что передача сигнала будет происходить в цифровом диапазоне 2,4 ГГц. А цифровка сигнала происходит уже в самом микрофоне с частотой 48 кГц на 24 бита. Гоша, не пугай меня такими склейками, так же можно и сердце потерять. Но я думаю, это отличная возможность поговорить именно о USB-приемниках. Вы могли заметить, на каких-то продуктах Behringer есть USB-разъемы Type-A. Здесь, допустим, на микшере. Или вот здесь, на акустической системе. Это разъемы не чтобы подключать обычные флешечки, а чтобы подключать вот такие вот штуки. К примеру, на микшер. Таким образом, мы можем подавать сигнал с 2, ну или 1 микрофона. Допустим, у нас комплект на 2 таких радиомикрофона. 2 канала у нас работают, и эти оба микрофона приходят на первый и на второй канал. Независимо с ними можно работать. Та же самая история и с акустической системой. Сюда приходят микрофоны, и уже ими, их громкостью с помощью акустической системы мы с вами можем как-то играться и манипулировать. К слову о манипуляциях, я думаю, стоит поговорить немножечко о том, что у нас есть на самих передатчиках, на микрофонах. Есть управление мьютом, включением, есть управление громкостью. То есть с самого микрофона вы можете регулировать громкость, это достаточно удобно. Микрофоны, я на самом деле особых отличий именно по бумагам не нашел, разве что дальность, конечно. И для 2 микрофонов, и для 200-х, и для 300-х Behringer обещает нам работу непрерывную до 24 часов. Я сомневаюсь, что этим словам можно верить, но на сайте написано 24 часа. Комплекты с полноразмерными базами в целом нас ничем не удивят. Спереди есть вся необходимая индикация, можно посмотреть, с какой мощностью приходит сигнал и приходит ли он вообще, требуется ли заменить батарею. Все это дублируется в случае, если работает комплект сразу из 2 каналов. Взглянем сзади, что там у нас. Здесь такая же история, есть одноканальные, есть 2-канальные комплекты. XLR разъем для микрофонного выхода и небалансный TS-разъем, также если хотите подключить все это дело небалансным джек-джеком. Опять же, если вы хотите работать с полноразмерными базами, то вам понадобится розетка для питания. Флешки питания дополнительного у вас не попросят. У нас сегодня на обзоре только микрофонные комплекты, но у Behringer из той же самой линейки есть комплект с поясным передатчиком. Штатно там идет петличный микрофон. В принципе, туда без проблем можно подключить TS-провод и подключить какую-нибудь гитару, бас или иной другой инструмент по беспроводу. К слову о том, как это все дело подключается. Все подключается, спариваются микрофоны и база автоматически. Они сами находят самую, ну как сказать, благоприятную частоту, на которой они могут работать в данный момент и продолжают на ней работать.
Просто включаем, допустим, флешку, включаем микрофон, и они находят друг друга достаточно быстро. Хорошо это? Ну, наверное. По крайней мере, это удобно. Можно ли по такому методу на одной площадке использовать сразу много таких микрофонов? На самом деле я сомневаюсь. Я до конца не знаю, будет ли их вообще рвать, если отойти там дальше, чем на 5 метров от них, потому что в тесте мы были достаточно близки, и все вроде как было стабильно. Вот. Но у меня есть смутная такая мысль, что если использовать сразу несколько микрофонов одновременно, и если отходить на достаточно большое расстояние, в пределах 120 метров, конечно же, заявленных производителем, то все, возможно, будет очень плохо. Вот. Но все эти обливания из ушата известными, так сказать, субстанциями мы оставим на итоге. А до итогов нам еще предстоит послушать эти микрофоны. Мы как раз будем слушать 200 и 300 в сравнении, потому что мне кажется, что они, возможно, звучат иначе. Давайте это с вами вместе и выясним. День за днем я грешил красиво, но не признать не в силах, что не настолько сильно я любил. Не вникая, что мне пророчит, днем ожидая ночи, хочется и не очень, но дарил. Каждый раз убегал с рассветом и не давал ответов, вроде и то, и это, но не в цель. И увидев тебя однажды, рухнул мой мир бумажный. Понял я, что хотел. Небо в твоих глазах. Я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать: я люблю. Небо в твоих глазах. Небо в твоих глазах. Я молю лишь об одном, небеса, чтобы тебе сказать: я люблю. Небо в твоих глазах. После тестов, я думаю, вы прекрасно осознали, что это все-таки любительский сегмент. Если вы хотите купить себе игрулечку, радиомикрофон, ну, как бы они по-настоящему радио, вот, но звук оставляет желать лучшего на самом-то деле. Также смущает очень заявление в духе батарейки, которой хватает на 24 часа для радиомикрофона, да, и расстояние, на котором могут работать микрофоны базов, 120 метров, это как-то очень странно. Но если это правда, то мое уважение Behringer, так сказать, заочно. Это очень крутые цифры, если они действительно здесь соблюдаются, это круто. Вот. 1-2 микрофона на одной площадке вполне будут работать. Если набирать больше, то это чревато. Потому что, мне кажется, даже бы на их микшерах было бы 2 или 3 USB-разъема, если бы несколько таких микрофонов могли работать на одной площадке. И, по сути, мне кажется, вот эта вся история рассчитана исключительно на 2 микрофона. В любом случае, мне очень интересно будет узнать, а что вы думаете по поводу этих микрофонов. Пожалуйста, напишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если материал пришелся по душе, подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Впереди много нового и интересного, конечно же, из мира про аудио, потому что это был канал «Давай запишем», где мы с вами говорим о том же самом про аудио каждый раз. Друзья, я не прощаюсь, я говорю до свидания, до встречи в следующем ролике. Для радиокапли. Гоша, не пугай меня такими склейками. Нет, еще разочек. Недостаточно актерского мастерства. Сейчас нужно... Плохо, Алексей! Да. Видел, как у тебя микрофоны поехали в конце? Нет. Они покатились. Ну, ничего страшного. Поехали.